Уважаемые друзья, всем привет! Рядом с вами находится человек, который до сих пор находился в тени организации Нави. Зовут его Евгений Золотарев. Женя, привет! Здорово, Олежка. Женя занимается спортивной частью, директор спорта в нашей организации. И сейчас мы расспросим, что же это такое. Жень, прежде всего, расскажи, чем ты занимаешься в организации Нави и что входит в твои обязанности. Функционал спортивного директора заключается в контроле работы всех менеджеров составов, аналитиков составов, тренеров там, где они есть. Это все, что касается трансферной политики, новые игроки, новые составы, анализ тех или иных дисциплин на их киберспортивность. Надо нам туда лезть, не надо лезть. Кроме этого, общение с организаторами турниров, также представление интересов Нави. Есть так называемый, наверняка слышал, Team Union, то есть объединение собственников и там топ-менеджеров команд, которые тоже, в общем-то, периодически на каких-то ивентах встречаются, обсуждают какие-то там инициативы совместные. Практически вот. Об ассоциации очень интересно. На самом деле я-то, конечно, слышал, но, я думаю, зрителей нет. Мы о них еще поговорим. Можешь чуть-чуть рассказать о себе? Как ты вообще попал в киберспорт? Ты вообще геймер бывший? Да, я бывший геймер, про-геймер. Мы себя так называли. Играл я в CS 1.6 с 2000 года по 2007. Про-геймерами мы себя называли, но ими не являлись, потому что мы в основном тратили деньги, там, начиная от, когда это все зарождалось, вот там, продлевать будете, и, собственно, дай раунд сыграть, и потом появились какие-то первые там паростки организаций, но в то время, чтобы поиметь себе киберспортивную организацию, тебе надо было просто придумать название. Вот вы, собственно, становились автоматические организации, да, найти денег, чтобы поехать куда-то там поиграть, в общем-то, и все. Там я и в 2000 году на одном из таких турниров на ящик пива я, в общем-то, с Сашей Зера и познакомился. Тогда я выиграл у него этот ящик пива, потом он вернулся с другими ребятами уже к нам в клуб, отыграл ящик пива и чуть больше. Вот. После из таких достижений, наверное, единственное, что был на ЕСВЦ во Франции, играл в команде с Серегой Стариксом, поэтому хорошо. Команда называлась? Триз. Да, играл с Сережей. Хорошо знаю там Даню, Ваню с тех еще времен, харьковский дуэт. То есть можно сказать, что ты из той олдскульной тусовки? Супер олдскульной, мне уже 31, если что. Вот. После того, как забил, начал работать, занимался своей карьерой, был там и хедхантером. Последние 4 года до Нави я возглавлял отдел подбора и адаптации персонала в Банке Кипра. Офшоры? Вот. Собственно, в конце работы в Банке Кипра не очень хорошо шли дела у банка. У меня было предложение от телекоммуникационной компании очень крупной, от Киевстара. И параллельно мне предложил Саша поработать на Нави. Я какое-то время уже для Нави делал проекты, связанные с HR. Мы там структуру рисовали компанию, думали, какие нужны люди, какой функционал, как его распределять. Как HR консультировал, по сути. Долго я думал, стабильность, вот эти все там социальные пакеты и все такое, и страсть, да, Нави, я болельщиком всегда оставался. Собственно, сделал выбор в пользу Нави, ни капли, ни дня об этом не жалел, наслаждаюсь буквально всем, супер динамичная индустрия, очень рад, что попал сюда. В Нави ты пришел в каком году? Ровно 2 года назад я пришел на позицию директора по персоналу. Тогда это было, ты-то помнишь, Олег, буквально там человек 8, наверное, сидело в таком офисе-квартире, плюс, наверное, человек 10 было на фрилансе. С тех пор нас стало больше, нас уже в офисе только человек 30 сидит. Это
все, ну, в том числе и моя заслуга, потому что я участвовал в подборе этих людей. Все через тебя прошли. Ну, практически, кроме вот последних наших пиков, да. И, собственно, сейчас нас уже, наверное, со всеми фрилансерами и игроками под 100 человек. То есть мы уже серьезная компания. А что тебя побудило вернуться в этот киберспорт? И, ну, все-таки там, ты говоришь, стабильность, пакеты, соцпакеты. Тогда киберспорт 2 года назад, он уже развивался, уже был на такой степени, но все равно у тебя были личные сомнения какие-то. Сомнений было много. Ну, прежде всего, когда я забил на Counter-Strike, какой-то период, года 2-3, я все время думал, что я потратил это время, что оно вот слито в никуда, потому что оно мне нигде в жизни не надо было, да, а вроде бы времени убил много. И когда появилась такая возможность, я воспринял это как некий знак. Ну, видимо, так оно должно было быть, и не просто так я с геймингом подружился. Хорошо, а расскажи, как ты вот с позиции HR пришел на позицию спорт-директора? Не совсем. Еще год я поработал директором по персоналу. Потом, так как какие-то позиции у нас были не закрыты, я себя попробовал в роли сейлза, то есть я руководил продажами для спонсоров. Где-то год это продлилось, это вот буквально недавно закончилось, еще какие-то хвосты закрываю. То есть, ну, активный сейлс, продавал, искал партнеров, искал спонсоров. Видите, что там футболки наши забиты. Ну, считаю, что там процентов на 70, наверное, отработал, но, в принципе, неплохо, как для HR. Ну и это полезно с какой точки зрения, что сейчас как спортивный директор мне важен баланс. Все понимают, что организация и работа с игроками, с одной стороны, конечно, спортивные результаты, с другой стороны, спонсоры, потому что спонсоры — это то, что образуют наши бюджеты. Соответственно, я, ну, где-то понимаю, почему надо там до игроков доносить необходимость выполнения каких-то медиазадач, почему это очень там критично, важно и обязательно, да, и обладаю инструментами, чтобы там донести это либо до игроков напрямую, либо до менеджеров состава и так далее. Ну, то есть в любом случае очень полезный опыт, много контактов хороших, классных. Ну, наверное, многие умеют заниматься всем по чуть-чуть. Да, ну, это классно. Для понимания. Да, то есть долго так не протянешь. Вот. А, собственно, как я стал директором спортивным директором, это Игорь Сидоренко, КАФ, он работал в Нави, наверное, 4 года операционным директором. Операционный директор — это... Второй человек организации? Ну да, и функционал был у него очень широкий. Это была и спорт-часть, и какая-то админ штука, и travel, и все. Ну и он как бы 4 года на позиции проработал, где-то чуть-чуть закипел, захотел отдохнуть и, ну, решил уйти из компании. Собственно, я сейчас работаю на его позиции, но уже с более понятным функционалом, потому что, ну, ему было сложнее чуть-чуть. Хорошо. Тогда наверняка у тебя уже есть понимание, чего ждать вообще от спортивной части и к чему вы стремитесь. Какие задачи стоят перед спортоделом? Ну, их несколько. Ключевые, кроме там понятных всем задач, результаты, это очень важно, это первостепенно. Также это академия, которую мы хотим запустить обязательно в ближайшем квартале, может быть, через квартал. Начнем, наверное, с дисциплины CSGO, потому что там чуть понятнее методология именно обучения новых людей. Ну, практически. Вот. Также это централизация всех тех функций, которые у нас существуют. То есть скаутинг, то есть аналитика вся, да, чтобы это было централизовано, чтобы мы не были привязаны к людям. Сегодня у нас работает аналитик, завтра он пришел там, не знаю, в другую организацию, и, собственно, мы остаемся ни с чем. Мы стараемся построить систему, которая в меньшей степени будет зависима от людей. У нас будет четкий тренировочный процесс, всякие там дисциплинарные штуки, тимбилдинговые. Это все выписано, оформлено и понятно любому человеку, который пришел там сегодня.
А можешь сравнить вот сейчас, поскольку ты, скажем так, геймер из прошлого, насколько сильно отличаются геймеры прошлого от поколения нынешнего? Раньше же наверняка организация, ты говоришь, команда, и, ну, наверное, менеджер еще. А сейчас это и тренера, аналитики, ну, большая команда сотрудников. Насколько сильно отличаются сейчас вот эти поколения? Ну, с точки зрения подхода организации, конечно, он стал более профессиональным. Появились тренера, появились аналитики, появились менеджеры, появились там люди в некоторых компаниях, которые отвечают за там пиар, составляющие и так далее. Это классно. С точки зрения самих геймеров, ну, в чем я вижу основное отличие? Может быть, ты смотрел интервью Артура Габлака, вот когда у них там были терки с молодыми ребятами, там с Рамзесом и с Afterlife, да, что вот он рассказывал, что, ну, им тяжело, им не о чем общаться. Ну, я вижу, что есть такая проблема. Старого формата игроки, ну, я не говорю о себе, это супер старый формат, но там Дэнди, Артстайл, Зевс, Ваня, люди все равно, эти геймеры, они зарождались в компьютерных клубах. То есть они априори социализированы, они в социуме росли, им приходилось общаться, коммуницировать, взаимодействовать. Игроки же нового поколения, они, ну, достаточно замкнуты, закрыты, они комнатные. Они комнатные, да. С ними очень тяжело. Ты не понимаешь, что у него в голове, что у него на уме. Я уже молчу о какой-то там медиа составляющей, потому что это им вообще тяжело дается. Вот. Ну, в этом основное различие с точки зрения игры. Ну, не знаю, кто там талантливый, не талантливый. Тут, наверное, не зависит, там, нового он поколения или старого. Ну вот ты говоришь, появились тренера, аналитики. Появились просто потому, что они появились, или потому, что они нужны? В Counter-Strike, допустим, тренер это, ну, он начал происходить из команды Fnatic, если не ошибаюсь. Devil Walk начал, ну, да, ну, возможно. И я про CSGO говорю. И, ну, неважно. И, соответственно, действительно они нужны, или это просто веяние моды, что без них сейчас нельзя? Насколько велика роль тренера и аналитика сейчас вот в успехе команды, состава? Ну, очень велика. Во-первых, когда нету какого-то объединителя, да, или человека, у которого есть объективная картинка, не субъективная, да, капитан, он всегда субъективен, если он внутриигровой там лидер. То есть, во-первых, надо, как говорит наш босс, helicopter-view, да, иметь. Во-вторых, возможность принимать какие-то решения кадровые. К этому еще пока не пришли. Надеюсь, там, с появлением каких-то запасных у этого человека будут определенные рычаги, чтобы влиять на мотивацию или отдачу того или иного игрока, чтобы он мог его, там, как в футболе, посадить на банку, да, например, или там за нарушение какой-то дисциплины, там, оштрафовать, еще что-то. То есть как-то влиять. Сейчас они, ну, довольно, они чувствуют, наверное, свою безнаказанность в любой ситуации, потому что их 5 и все, и хоть убей. Ну, вот. Плюс однозначно аналитика — это хорошо, даже если есть какой-то специальный тул, да, аналитический, но эту аналитику должен кто-то обрабатывать, анализировать, делать выводы, потому что цифры цифрами, но из этих цифр должны какие-то решения, да, быть сагрегированы. А тренер? Это я о тренере сейчас тебе говорю. Аналитика, ну, однозначно важна, нужна. Результаты нашего Dota 2 состава, вот прям всю динамику, которую вы видите, да, за последние 2-3 месяца, ну, очень большая доля, очень большая заслуга. Это, во-первых, появление аналитика в составе, во-вторых, что ребята начали пользоваться аналитикой, использовать ее самостоятельно в том числе. То есть если какие-то команды, ну, там не буду говорить какие, там СНГшные коллективы после StarLadder, проиграв, через пару дней я смотрю интервьюшки их игроков, они говорят, мы еще там не смотрели пока игры, не знаем, что мы там проиграли, то наши ребята сейчас очень профессионально к этому относятся, буквально сразу после матча, там в гостинице. Это все без какого-то флейма друг на друга, то есть очень конструктивно, они действительно разбирают, они готовятся к противникам, пики, баны. То же самое могу сказать по Counter-Strike, то есть, во-первых, Серега очень
прокачивается как координатор, как шестой игрок. Во-вторых, у нас есть Энди, аналитик по CSGO, который вот прям мастер там каких-то там фишечек, да, нестандартных раундов, там все эти, помните, подсадки, оверпасы, это, собственно, он. Вот, поэтому плюс, да, есть Юджин, который, ну, в основном работает, конечно, с CSGO составом, но мы стараемся его привлекать и к другим дисциплинам с точки зрения работы над психологией ребят, над взаимодействием, над вот синергией. Не нравится тебе это слово, да? Нравится, нормальное слово. Ну, оно применимо точно к тому, что есть сейчас в наших командах. Ну, если говорить о тренере для Dota 2 состава, ты говорил, что есть аналитики, по большому счету, заслуга его. Или есть все-таки какой-то тренер, что-то по типу, как был Габлак на Инте 5? На данный момент нет. А необходимость в нем есть? Думаю, да. В общем-то, почему на Dota 2 сцене гораздо меньше тренеров, чем в CSGO? Очень высокие призовые, ребята до последнего пытаются там не завершать карьеру, там играть до пенсии, ну, там, как могут, да. Жадины? Видимо. Еще... Не пришли к этому? Не пришли, да. Вот думаю, что там годик-два, и уже начнут появляться такие полноценные, уважаемые коучи. Ну, потому что сейчас, видите, там, да, Артур даже играет, там, практически ровесник, да, ну, потому что это выгоднее, чем, наверное, тренировать. Ну, раз ты уже сказал один инсайт про аналитика, я тебя попробую вызвать на второй инсайт. Был ли Lost тренером в Нави и тренировал ли он? Нет. Хорошо. Вопрос у меня тогда такой еще, тоже касающий твоего прошлого. Human resources, человеческие ресурсы. То есть, в принципе, она подразумевает, что нужно разбираться в людях. Я все-таки задам этот вопрос. Он будет состоять из двух частей. Какими качествами нужно обладать? Ну вот если категоризировать геймеров, что их отличает, скажем так, начинающих, тех, кто хочет стать профессиональным геймером, среди, ну как бы от игроков Нави, наверное? Ну, очень важен профессионализм. Вот, опять же, про-геймер, да, профессиональное отношение к любому делу. Ты в ущерб там, своему времени, личным каким-то делам, ты играешь. Понятно, что начинается это у всех как такой некий фан, ты получаешь удовольствие от игры, но когда ты уже переходишь на вот этот про-уровень, то это работа, это усилия постоянные над собой, это, я же говорю, работа там в ущерб каким-то другим своим жизненным целям. Вот. Это основное. Понятно, что случай, там, немаловажно. Удача, где-то там с кем-то познакомиться, где-то тебя взяли каким-то стендином, ты там раздал и так далее. То есть... Хорошо. А вторая часть вопроса касательно стафа. Чтобы попасть, проникнуть в киберспорт, скажем так, в закулисье, если можно так сказать, какие качества должны быть у сотрудника киберспортивной организации, прежде всего? Ну, сейчас технически это не очень сложно, потому что появилось даже там несколько специализированных сайтов, именно там eSports Career и так далее, которые занимаются исключительно трудоустройством в разрезе киберспорта. С точки зрения, какими необходимо обладать качествами и компетенциями, ну вот как показывает наша практика, у нас есть люди в компании, которые из этой индустрии, то есть геймеры в прошлом, но у них нету какого-то бизнес-бэкграунда, да, там, прошлого. А есть, наоборот, люди из бизнеса, у которых не совсем четкое понимание индустрии, что вообще происходит, какие там стикеры, да, что вообще это за бизнес. Вот. Самый классный матч — это, конечно, вот ребята, которые из бизнеса, но увлекающиеся киберспортом, смотрящие игры, там, интересующиеся и так далее. Таких благо много. И, в общем-то, ну, все наши последние пики, они вот некий баланс выдерживают и бизнесовой составляющей, и понимание индустрии нашей. Если возвращаться к составу по доте, у них появился менеджер.
Можешь рассказать, кто этот человек, как много было заявок на эту позицию и как происходил вообще отбор? Да, могу. Ну, в общем-то, человека я уже сегодня упоминал в своем интервью. Игорь Кав-Сидоренко, наш бывший операционный директор. Он, когда уходил, мы с ним предварительно обсудили возможность его возвращения, ну, с немногим более узким функционалом, но ну, также очень интересная для него позиция была. То есть мы предварительно обсудили, что он там возьмет какой-то тайм-аут месяц-полтора и потом примет решение. Но он же занимался до этого тоже. Дело в том, что да, у него был период, когда он там совмещал, опять же, все, что только возможно, и он был последним менеджером, с которым наш Dota 2 состав выиграл турнир, после которого запустили тот самый таймер. D2CL, да? D2CL, да, Игорь как раз тогда был их менеджером. Вот, ну, найти человека лучше на эту позицию в принципе невозможно, потому что он и, как мы с ним шутим, у него 10 лет киберспортивного менеджмента. Дело в том, что Игорь был менеджером моего КС-состава, ну, году, наверное, еще в 2003 или 2004. То есть он такой вообще олдовый. Дед. Дед, да. Плюс его уважают очень ребята, игроки. Все с ним легко работать. Ну и, собственно, вот перед виплеем он уже стартовал. Ну, справедливости ради нужно все-таки рассказать тоже, как много было заявок на эту позицию, и да, и вообще как проходил отбор. Были ли достойные кандидаты, и все-таки почему выбрали именно Игоря? Ну, ты объяснил уже почему, но как проходил отбор? Ну, до того, как у меня еще было с Игорем была вообще какая-либо беседа, мы пересмотрели, ну, на резюме пришло, не знаю, там 300, 400, очень много. Сортировал первично наш HR-менеджер, каких-то отобранных кандидатов она там собеседовала предварительно, и финалистов я смотрел. Но откровенно, вот так прям собеседование я провел, наверное, штук 15 за этот период, и ну вот вообще как бы никто меня не впечатлил. Мне очень сложно было понять, как они могут вписаться в этот состоявшийся уже коллектив. Ребята тоже специфические, не только Нави, любые геймеры. Человек извне, совсем извне, ему будет сложно. Рассматривали также кандидатов каких-то и довольно известных, но, тем не менее, при выборе Игорь, либо кто-то, однозначно Игорь. Спасибо. Виктор, генерал Негрини. Витя Машина, в принципе, можно сказать, что с его появлением состав начал очень сильно расти. Какая его роль вот в этой новой эре? Он одна из причин однозначно вот той динамики, которая появилась. Вторая причина, которую я уже озвучивал, это они начали работать с аналитикой. Третья причина, они просто сыгрались, да. Четвертая причина, они очень профессионально сейчас относятся к делу. То есть тренировки, разборы, подготовки, никаких, прям никаких, ни минимальных, никаких нарушений дисциплины абсолютно нет. Витян вообще очень классный, нам объективно повезло. Тут спасибо Артстайлу, да, который порекомендовал Витю на позицию оффлейнера. Витя и в жизни классно, играет отлично, и машина. Единственное, что вот такая его слабая сторона, он очень коммуникабельный, он немерено общается в жизни, даже так, где-то чрезмерно иногда. Но нет, с ним очень прикольно, он с чувством юмора, он с самоиронией, он вот прям, у него огромный медийный потенциал, Витя. Вот. И единственное, что у него коммуникация во время игры где-то чуть просаживается, он оффлейнер, от него часто исходит инициатива, соответственно, и какие-то микроколы должны идти, больше коммуницировать, больше сообщать, больше озвучивать, что делаешь там и так далее. Но это буквально единственное. А в остальном, прям вот отличное дополнение к 4 ребятам, которые уже были. Поскольку ты занимаешься не только Dota 2 составом, хочу поговорить еще
о других коллективах. Но прежде всего расскажи, почему был распущен состав по Heroes of the Storm? Ну, сложный вопрос. На самом деле, наверное, причиной стала недостаточно активная позиция Blizzard вообще в развитии этой дисциплины как киберспортивной. То есть, как я вижу, уже будучи там 2 года глубоко в этой индустрии, есть 2 рабочих подхода. Один Valve, то есть мы даем много бабок на турниры, это подогревает интерес, это подогревает публику, у тебя больше там активных юзеров начинают играть в эту игру. Это рабочая схема, 100%. Вторая схема, райтовская, когда они берут на себя очень много всякой организационной фигни, которая разгружает там Na'Vi как организацию, то есть они платят часть зарплат, они там буткемпы организовывают, у них все, которые сплиты, все на их территории, все абсолютно, то есть это там нет больших денег, больших призовых, но с точки зрения организации это довольно удобно. Там зарплаты большие. Опять же, Riot часть этих зарплат большую платит. Поэтому тоже рабочая схема. Схема Blizzard, я ее до сих пор так и не понял, потому что ни особого суппорта организациям нету, ни вот этих космических призовых, их тоже нету. Ход-сцена, если кто-то следил, там решафлы, были, то есть в Нави играли все, кто играл там в Dignitas, в Ликвидах и наоборот, и все уже со всеми там переиграли. Новых игроков практически нет, соответственно, это наталкивает на мысли, что, наверное, дисциплина имеет сомнительные перспективы. Состав по CSGO сейчас по версии ShelTV.org занимает 1 место. Я с ребятами разговаривал, они говорили, что они объективно топ-1, топ-2. Как скажем, спортивная часть, как она распределяет свои ресурсы между внутренними коллективами? То есть, в принципе, понятно, что Counter-Strike и Dota 2, они основные. Но есть ли какое-то распределение, процентное, скажем так, что мы Dota 2 состава у нас выделяем 50% времени? Нет, абсолютно нет. Зависит только от количества турниров. Понятное дело, мы бы хотели уделять там танкам 50% времени, но у них 4 турнира в году. То есть они мало играют, опять же, в силу там варгейминговской некой там политики. Если говорить о Dota, Counter-Strike, оно где-то сейчас 50-50 с точки зрения усилий, с точки зрения количества турниров, с точки зрения буткемпов. Опять же, количество буткемпов этих. LoL пока для нас новая дисциплина. Будем стараться и Na'Vi выводить на более высокий уровень как команду, и, в принципе, LoL в СНГ. Потому что, тоже очень потенциально. Ёжик, с ежиком все ок. Хардстоунеры, опять же, Blizzard, опять же, не совсем киберспорт, тем не менее, пока в ребят верим. Никого не забыл. У хардстонеров был менеджер, сейчас его нет или все-таки есть? И вообще, нужен ли хардстонерам менеджер? Да, в любом случае нужен, потому что все равно есть турниры, есть поездки, есть медиаобязательства, стриминги, какие-то съемки для спонсоров и так далее и тому подобное. Кто-то должен это менеджерить. Сейчас Андрей Кими Квасневский, который у нас менеджерил состав, он занимается Хардстоуном, плюс он ведет еще ряд внутренних проектов, о которых пока ни-ни. Хорошо. Что насчет Overwatch? Планируется ли расширение? Расширение и... Экспансия. Да, наверное, я уже ответил на этот вопрос. Вообще однозначно смотрели в сторону Overwatch, но сейчас все меньше. Во-первых, что смущает? Смущает стоимость игры. Для СНГ аудитории это, в принципе, вряд ли приемлемо. Сколько там, $30-40 она будет стоить. Во-вторых, опять же, нету никаких, кроме Галустяна, никаких усилий от Blizzard, никаких анонсов, никакой дорожной карты, ничего. Несколько организаций уже
приобрели составы по Overwatch, ну, из таких топовых, я не помню, NVS, по-моему, может, еще кто-то. Но, ну, в Ходсе тоже так начиналось. Но потом, вот, как 4 организации было, так 4 и осталось. Поэтому, не знаю, очень осторожно будем в этот раз. Ты уже упоминал, скажем так, о целях спортивного отдела, но давай все-таки, не знаю, более специфично их обозначим. Какие планы у спортивного отдела стоят на этот год? Какие турниры вы будете посещать? И ну, вообще, что вы планируете делать, ну, кроме других проектов, а именно с текущими составами? Окей. Ну, по турнирам, по Доте сейчас Dream League это в Стокгольме, после Манилы Франкфурт. В принципе, ну, мое субъективное мнение, что этого достаточно, хорошего выступления на этих 3 турнирах достаточно, чтобы получить, возможно, инвайт на Инт. Постараемся не играть никакие онлайн-квалы. Вот. Может быть, добавится еще какой-то ивент, там, или БТС, или, может, StarLadder в июле. Вот. По КСу сейчас КСу мы с нескольких турниров снялись, потому что, ну, где-то и ребята там не рассчитали свои силы, ну, подустали. ECS и DreamHack, да? ECS, DreamHack Остин и Цева. Мы не полетели в Лондон. Собственно, сейчас у нас будет StarLadder на Олимпийском. Потом и League, это американская турнеровская лига, и Major, если я не ошибаюсь, вот такой план. Танки ждем анонса от Wargaming, пока ничего не понятно, когда будет следующий турнир. Хардстоунеры сейчас как раз на DreamHack в Остине. Ежик летит в Таиланд. Отдыхать или на турнир? Турнир. Вот, в конце мая. Кто у нас еще? Вроде всех перечислил. Хорошо. Это что касается турниров. Что касается планов, Академия я озвучил. Также хотим все то, что мы наработали с точки зрения вообще тим-менеджмента, управления командами, в какой-то привести, ну, разработать некий какой-то тул, может, это будет ERP для управления командами, не знаю пока точно, как это будет выглядеть. Ну, будем смотреть в сторону все равно каких-то еще дисциплин, не факт, что это будет Overwatch. Ну, вроде бы в целом. Ну и очень важно для нас обзавестись полноценным гейминг-хаусом. Сейчас мы вот снимаем это в нашем таком офисном маленьком гейминг-хаусе. Мы пока еще точно не решили. Есть 2 варианта. Либо это будет такая корейская схема, то есть офисный гейминг-хаус при офисе. Оно создает такую рабочую атмосферу. Ребята у тебя, скажем, близко, да, вот медиакоманды, там быстро там интервью, что-то подснять. И они живут в этом офисе. И живут, да. Это, с одной стороны, класс, с другой стороны, опять же, вот то, что игроки в быстром доступе от стаффа компании, не уверен, что это тоже хорошо, потому что, я же говорю, я за баланс. Надо где-то им вообще давать отдыхать, стараться дозировать все, что касается там спонсоров съемок, партнеров, автограф-сессий и так далее. Ну, вторая схема, СНГ назовем ее, да, это дом. Дом где-то там в городе, за городом, неважно. Сейчас смотрим и вариант номер 1, и вариант номер 2. Я думаю, что в ближайшие пару недель мы уже финализируем и решим, что это будет. Ну, потому что база нужна. А самим игрокам какой вариант ближе? Ну, скорее дом. Скорее дом. Хорошо. Ты ничего не сказал о проекте Navi Junior. Когда-то он упоминался, что будет младший состав Navi. Насколько вот эта идея имеет право на жизнь? Дело в том, что то, что я подразумеваю под академией, это, в принципе, это и имел в виду. Да, то есть, да, планируется, да, хотим с нуля воспитать каких-то будущих звезд киберспорта.
Ну, сейчас делаем все для того, чтобы разработать вот всю вот эту методологическую составляющую, доработать, потому что очень много уже есть и готово. Понятное дело, что, ну, как озвучил ранее, наверное, самым правильным вариантом будет стартовать с Counter-Strike, вот, а там посмотрим. Хорошо, я хотел уже завершать интервью, но вот есть еще один вопрос. На последнем StarLadder ты был вроде тоже такого менеджера, пока Игорь еще не прилетел. И Дэнди говорил, что, не знаю, Женя молодец, топ-2. Витя машина, Женя молодец. Да, и как можно сказать, какая сейчас атмосфера вот в этом коллективе, и ну, какая твоя роль, наверное, в топ-2 в том, что команда так выступала там? Моей роли там нет абсолютно. Я да, давал пятюни и просто смотрел, чтобы ну, у них все было ок. Я вот прям насладился этими 4 днями, очень мне понравилось. Во-первых, я в шкуре менеджера оказался, что важно мне в дальнейшей работе, потому что, ну, я работаю с менеджерами всех составов. Я понял все какие-то подводные камни, весь там загрузку приблизительную на ивентах. Это довольно сложно. Я проводил с ними там с 12 дня до 3 ночи, 4 дня, ну, вместе с аналитиком. Я прям эмоционально мне было очень классно, ну, потому что я там вроде как и менеджер, а вроде как и фан, и вроде как и дотку очень люблю, и прям переживал, сидел там на нервах, постарел чуток еще, вот, но очень понравилось, то есть очень понравилось, хотя заслуги нет, заслуга исключительно в том, что они очень профессионально отнеслись к делу, они поняли, что это их возможность, ухватились за нее, даже проиграв финал Вичи. Они, в общем-то, ну, не расстроились, и неделю просто еще всем да, надавали по щам. Ну и самое важное, что они из проигрышей делают выводы, и нету там «я», «ты», да почему, да как. Хотя там после виплея уже начали проскакивать какие-то такие мелкие моменты, но я думаю, что это связано с тем, что ну, подустали они. У них был там буткемп в Китае, длиннющий буткемп в Киеве, куча онлайна. Ожидание инвайта. Ожидание инвайта, да, действительно, ожидание инвайта в 3 ночи. Вот. Хорошо, Жень, спасибо тебе большое за интересно развернутое интервью. Какие-то слова благодарности, привет и вот. Ну, стандартно, спасибо всем нашим спонсорам, спасибо нашим фанатам, их у нас очень много, ну, опять же, на StarLadder я там проникся словами некоторых из них, это очень приятно, и ребята это все мониторят, смотрят, читают и Reddit, и Twitter, и так далее. То есть фанатам огромная благодарность, организации Нави за то, что дала возможность себя реализовать, и тебе, Олежка, что позвал на интервью. Тебе спасибо. Это был Женя Золотарев, директор из спорта отдела в Нави. Всем пока.